Всем привет! Правительство Российской Федерации, видно, очень сильно хочет, чтобы АвтоВАЗ и Лада вновь стали полностью российскими, чтобы впоследствии передать их Китаю. Уже сейчас появились заявления и условия для компании Renault, которая задумалась уйти с российского рынка. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это с меня в конце анекдот. В Renault пытаются избежать национализации своих активов, о возможности применения которой в отношении ушедших с российского рынка компаний на днях заявил замглава Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Иностранные акционеры должны будут передать свою долю под управление российских партнеров и, возможно, впоследствии смогут вернуться на рынок России. Французская Renault Group уже заявила, что не уйдет из России, даже несмотря на жесткие экономические санкции и военную спецоперацию на Украине. Отказ от АвтоВАЗа и Лады обойдется слишком дорого, а сам российский рынок для Renault считается одним из ключевых. Отдельно в европейских СМИ подчеркивают тот факт, что позицию Renault поддерживает и президент Франции Эммануэль Макрон. На недавней встрече с французским бизнесом он призвал компании не делать поспешных решений и не уходить из России. На сегодняшний день уже есть предпосылки, которые могут указывать на уход Renault с российского рынка в ближайшем будущем. Уже сейчас осуществляется простой заводов. Обе площадки АвтоВАЗа и завод Renault в Москве остановились по техническим причинам, связанным со сбоями в цепочках поставок импортных комплектующих. Также еще одной предпосылкой стало то, что плановый корпоративный отпуск, в который АвтоВАЗ планировал уйти с 25 июля по 14 августа, перенесен на период с 4 по 24 апреля. Пойти на такой шаг компании пришлось сразу по двум причинам. Нехватка электронных комплектующих и недопущение сокращения заработка сотрудников. Спустя 2 с небольшим недели после рекордного подорожания 1 марта АвтоВАЗ снова поднял цены на весь модельный ряд. Сегодня автомобили Lada прибавили еще от 42 до 159 тысяч рублей, а средняя прибавка с начала месяца уже достигает 28%. В связи с рекордным подорожанием запчастей, АвтоВАЗ с сегодняшнего дня повысил стоимость и планового технического обслуживания автомобилей Lada. Так, например, рекомендуемая стоимость ТО-0 Lada Granta выросла на 400 рублей, а ТО-6 на 6300 рублей и теперь составляет 2200 и 24 600 рублей соответственно. Аналогичные ТО для Lada Vesta подорожали на 2000 и 8500 рублей. Для Lada X-Ray рост составил 2700 и 8400 рублей. Для Lada Largus 2200 и 12700 рублей. Как мы видим, запчасти импортные и цены теперь тоже. Из-за возмущения граждан России по поводу роста цен на все импортное, правительство уже задумывается о импортозамещении комплектующих и поиска аналогов в Китае. Но и обещанная мною шутка юмора. Разговаривают два еврея. «Мойша, ты знаешь, у меня все хорошо с бизнесом. Вчера купил самолет, завтра пароход. Между прочим, ты не одолжишь мне 200 баксов? Знаешь что? Поцелуй меня в шею». «Почему в шею?» «Ты тоже начал издалека». Ну вот и все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Хотите, чтобы АвтоВАЗ и Lada вновь стали полностью российскими? Давайте пообщаемся и подискутируем. Не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, берегите себя и своих близких.